Приветствую всех на канале Вадимкус. Сегодня у нас особый и уже, наверное, заезженный выпуск распаковка и обзор Яндекс-станции Mini 2.0. Наверное, у каждого блогера есть такой ролик, вот и я решил не отставать и записать такой же ролик. Как говорится, все пойдут с моста прыгать, и я пойду. Только заранее парашют надену. Смотрите до конца, и в конце ролика мы пообщаемся с Алисой и проверим, насколько же она может работать самостоятельно. Но давайте все по порядку. Прежде я попрошу подписаться на канал и поставить лайк. Картофельному белорусскому человеку. Поехали! Это устройство от Яндекс, которое представляет собой умный динамик с голосовым управлением. Устройство с искусственным интеллектом, которое может быть очень полезно в вашей повседневной жизни и сделать жизнь вашу проще. И обзор мы начнем, как обычно, с упаковки. Обычно обертке я уделяю больше внимания, чем самим устройствам. Первое впечатление на меня новых игрушек создают именно упаковки. Невероятно стильная и элегантная упаковочная коробка Яндекс-станции Mini 2.0. Думаю, с первого взгляда поразит вас своей изысканностью и качеством исполнения. Изготовленная из прочного картона, она обернута в глянцевую пленку высочайшего качества, которая создаст впечатление элегантности и роскоши. На передней стороне упаковки логотип Яндекс и надписи все рифленые, что позволяет выделиться среди других устройств и подчеркнуть престижность бренда. На коробку нанесено изображение устройства и краткие характеристики. Также шильдики магазинов, производителя и разные штрих-коды. Открыв коробку, мы видим, внутри все очень красиво уложено. Краткая инструкция закреплена на верхней крышке коробки. Распаковывать устройство очень интересно и безумно приятно. Фенольный запах нового устройства на меня действует как валерьянка на кота. Ставьте лайки, если вам тоже нравится запах новых приборов. Тащусь от этого запаха. Класс. Внутри коробки Яндекс-станции Mini 2.0 тщательно упакована, а на саму станцию нанесена еще одна матовая пленка, которую также кайфово снимать. Вы только послушайте. Колонка хорошо защищена от возможных повреждений во время транспортировки. В коробке вы найдете саму Яндекс-станцию, зарядное устройство, инструкцию по эксплуатации и что? Наклейки? Тут есть наклейки? Фига себе! Все, нахрен эту станцию. Тут есть наклейка и коробка. Все, ради этого я ее и покупал. Минимализм. И очень приятно, что есть наклейки. Ну теперь подробно, и начнем мы с блока. Что? Штекер? Но как? Где Type-C? Вы чё, производители? Все, к черту. Расходимся. Все, расходимся. Не. А если сломается? А если провод порвется? Что потом? Не, бред. И если вы тоже недовольны штекером, обязательно ставь лайк. Буду знать, сколько нас. И явно этот шаг производителями был сделан не просто так. В этом надо разобраться. Немного почитав, я понял их задумку. Но для этого нужно было углубиться в технические характеристики этой зарядки. Короче, блок выдает 15 Вт на 1,2 ампера. Кабель имеет длину 1,5 метров. Конечно, мне хотелось бы 3 метра, но чтобы дотянуться, предположим, от тумбочки до розетки, должно хватить и 1,5 метра. В этой колонке используемое напряжение производители увеличили аж в 3 раза, чем было в более старших версиях. Так вот, по словам разработчиков, этот штекер позволит обеспечить оптимальный режим для работы более мощного усилителя и получить запас выходной мощности. Дабы не давать пользователю ложных ощущения совместимости, они приняли решение отказаться от разъема Type-C и поставить джек. Понятно, что Type-C без поддержки Power Delivery не дает больше 5 вольт, а его добавление в блок конкретно бы повысило бы стоимость и так дорогого устройства. Хотя в случае поломки этого блока найти новый блок будет куда сложнее и, как мне
кажется, дороже. Если бы оставили Type-C, пользователи бы все равно пробовали бы подключить колонку ко всяким оказавшимся под рукой блокам питания, которые не имели бы Power Delivery. Чтобы всего этого избежать, они выбрали менее распространенный разъем. В целом все понятно. Но если что-то с комплектным блоком питания что-то случится, как я уже говорил, придется искать такой же. И далеко не факт, что такой же можно будет где-то найти. Хоть и выглядит устройство вполне надежным, но если у вас дома есть домашние олени, например, а кабель вряд ли устоит, будем надеяться, что блок питания можно отдельно где-то купить. Первое, что бросается в глаза, это дизайн устройства и его цвет. Яндекс-станция Mini 2.0 получила 4 варианта оформления: черный, белый, синий и красный. Я выбирал между черным и белым, остановился на белом. На белом не так видно пыль, я уже это точно знаю. Зато со временем будут хорошо видны отпечатки грязных пальцев. Не подумал что-то я, что вместе с пылью на белом корпусе белых часов тоже может быть не видно, но это мы посмотрим. Размеры по сравнению с прошлой версией заметно выросли. Изменился также и вес. Чуть позже вставлю таблицу с изменениями. В увеличенный корпус разместили излучатель большего размера. В старшей версии использовался стандартный динамик диаметром 1,5 дюймов с ферритовыми магнитами. В новой же разместили специально разработанный под устройство более лучший и усовершенствованный диаметром 1,75 дюймов с неодимовым мощным магнитом. Кроме того, разработчики анонсировали более совершенный усилитель, как во флагмане Яндекс-станции Max, и даже импровизированный фазоинвертор имеется. В общем, звучать колонка потенциально должна получше прошлых моделей, но это мы еще посмотрим. На верхней панели колонки размещены две сенсорные тактильно приятные на ощупь кнопки и одна посередине, которая будет видна, когда станцию включим. Две боковые кнопки выпуклые, но это не механические, это иллюзия механических кнопок. Видим 4 отверстия, тут расположены 4 микрофона с очень хорошей чувствительностью. Перфорация по периметру нужна для хорошей вентиляции. В центре сейчас не видно размещения индикатора кнопки в виде знака Алисы, которая становится заметна только во включенном состоянии. Силиконовый шильдик с логотипом Яндекса у старшей версии был фиолетовым, вне зависимости от цвета самого корпуса. В обновленной модели его цвет такой же, как и основной корпус. Как по мне, фиолетовый язычок был своего рода фишкой Яндекса, а теперь этот язычок как-то потерялся на корпусе. Если вы думаете так же, ставьте лайк. Боковая поверхность обтянута тканью, приятной как на вид, так и на ощупь. Яндекс Mini 2.0 смотрится солиднее, чем, допустим, более старшие модели станции Lite. Но самое заметное обновление, ради которого я и купил эту станцию, это появление LED-экрана. При включении мы увидим его. Есть точно такая же версия, но без экрана. В общем, с экраном явно интереснее смотрится. Если посмотреть с другой стороны, мы увидим, что на задней панели располагается механическая кнопка отключения микрофона. Лайк производителю, что не поставил сенсорную кнопку. Под ней находится мини-джек AUX и разъем для подключения питания. Давайте перевернем станцию и пощупаем, понюхаем днище этого нейроробота. На дне размещена силиконовая плотная накладка, которая обеспечивает устойчивое размещение колонки на горизонтальных поверхностях и способна поглощать некоторые нежелательные вибрации. На накладку нанесены логотипы, характеристики системы, сертификации, номера, штрих-коды и разная ненужная нам чепухрень. Подключение, настройку, внутренние программные ништяки я в это видео оставлять не буду. Там целый клондайк информации. Если начнем, то видео будет длиться несколько лет. Поэтому я его сейчас включаю, настраиваю, и мы переходим сразу к главному штриху этой колонки, это к экрану. Ну что, друзья, как вы видите, экран в режиме ожидания показывает время. При активации будильника в правом верхнем углу экрана появляется точечка. Если спросить Алису про погоду, экран демонстрирует температуру. Если включить музыку, показывает эквалайзер. Виды эквалайзера вроде как можно выбрать, покопавшись в настройках. По крайней мере, в более крутых станциях это можно делать, здесь еще не знаю. Если ей попробовать передать эмоции, допустим, грусть либо радость, на экране можно увидеть глазки, что создает ощущение общения с реальным человеком, который чувствует твое настроение. Станция оборудована датчиками освещенности, соответственно в темноте экран становится тускнее. Вроде как обещали добавить твичу на полное отключение экрана, указав время в программе, когда нужно не беспокоить. Опять же, это нужно порыться в настройках, где-то эта настройка точно есть.
Ну а теперь давайте посмотрим на таблицу, чтобы наглядно сравнить изменения с прошлой моделью. И первая строчка — мощность динамика. Мощность увеличилась и теперь составляет 10 Вт вместо 3. Как уже говорил выше, начинка колонки была обновлена, да и корпус стал немного побольше. Конечно, как-то серьезно говорить про звук тут не стоит. В первую очередь это колонка для общения с голосовым ассистентом, прослушка подкастов, прослушивание сказок. С этими задачами она справится отлично и даже действительно лучше прошлой версии. Серьезных изменений по звуку вы едва ли услышите. Если, конечно, вы не особо ярый меломан с музыкальным слухом, то этого будет вполне достаточно, чтобы слушать музыку и получать кайф от колонки. Тем не менее, прогресс динамики есть, причем заметный. Но все же я предпочитаю качественный звук, поэтому в моем случае мне и, возможно, кому-то из вас AUX помощь. Подключайтесь к вашей системе и кайфуйте. Дальше по таблице мы видим разницу в питании. Теперь Type-C тут нет, и значит аккумуляторе или павербанке, к которому можно было бы подключиться, осталось все в прошлом. Теперь только джек 4 мм. Сам был очень удивлен и возмущен. Ну да ладно. Дальше по таблице мы видим частота подключения Wi-Fi 5 Гц. Время идет, и передача на 2,4 Гц уже уходит в прошлое. Устройства становятся более шустрыми и требовательными. На это однозначно плюс. Хотя еще много приблуд домашнего обихода, работающие на частоте 2,4 ГГц. Сразу же в таблице видим допиленный Bluetooth 5.0. Тогда как в прошлой была версии 4.2. Ну и логично было Wi-Fi ускорить, с ним и Bluetooth до 5.2. Тут и сказать особо нечего. Дальше количество микрофонов осталось прежнее. Не знаю, была ли функция распознавания шепота в прошлой версии, но тут она точно есть. Чувствительные микрофоны улавливают ваш шепот. Алиса понимает и в ответ вам отвечает также шепотом. Давайте послушаем. Алиса, разговаривай со мной шепотом. Сделала. Теперь, если вы говорите шепотом, я буду отвечать вам также на умных колонках и в приложении Яндекс. Алиса, разговаривай со мной нормально. Так и быть. О чем поговорим? Очень крутая фича, согласитесь, да? 4 микрофона также с легкостью справятся с распознаванием вашего голоса в шумном помещении, допустим, на кухне, где шумит вода или просто идет громко телевизор или музыка. Дальше обратим внимание, как я уже говорил, размеры стали чуть-чуть больше, благодаря чему и динамик тоже увеличился и стал лучше. Обратите внимание, что убрали управление жестами. Функция изначально была очень спорной, жидкой, много тупила и позволяла лишь изменять громкость, останавливать музыку, ну или трындеж Алисы, ну такое себе. Даже трек пролистывать жестами уже не получалось. ТОВ камера совершенно не понимала, что там именно над ней, рука пользователя, полка, ну или просто муха села, чтобы писюн показать. В этой модели к чертям убрали всю эту туф-шляпу и запилили в нее хоть сенсорные, но все же кнопки. Теперь стало все более привычно и отзывчивее, да и муха уже не сможет похвастаться своим писюном. Все стало работать корректно, быстро и четко. Плюс не забываем, мы купили умную станцию, а значит кнопки нам вовсе не нужны. Все управление можно и нужно делать командами. Смотрим дальше на таблицу. Логично, что с размерами добавился и вес. Не забываем, что и динамики теперь не ферритовый магнит, а неодимовый, а он как раз таки тяжелее, если я правильно помню. Не в этом суть. Теперь вес 280 грамм, а не 170. Если вспомним, что все премиальные вещи, машины, электроника всегда имеют внушительный вес, так и с колонкой вес добавляет станция какую-то свою ценность, престиж что ли, ну и так далее. Подведем итоги и, как я обещал, поболтаем с Алисой. Эта колонка может стать центром управления умным домом. Хотя, опять же, я не люблю такое название. Скорее, умная розетка в обычном доме. Или умная лампочка в обычном доме. Ну или умный выключатель в обычном доме. А умный дом в наших реалиях — это слишком громко сказано. Устройство может воспроизводить музыку, показывать время, погоду и иногда даже эмоции. Еще один важный плюс, что по Bluetooth можно колонкой пользоваться как наушниками и передавать треки с телефона, а значит, вам не нужна будет Яндекс подписка. Хотя продавец в магазине мне уверял обратное, что этот Bluetooth так не работает. Также поддерживает высокую скорость подключения, есть AUX. Общий звук колонки 10 Вт, плюс имеется офигенно приятный экран. И самое важное, главное среди всего этого, конечно же, наклейки. Если бы не они, вообще бы ее не покупал. Шутка. Все это относится, конечно же, к плюсам. Ну а минусы тут один огромный. Это нет возможности отойти от розетки. Блок питания, который нужно беречь, холить или леять, иначе все накроется медным тазом. Также 10 Вт звука — это и хорошо, и одновременно плохо. Тут же хотелось бы, конечно, хотя бы Вт 30, и желательно за эти же деньги. Конечно, вы сейчас скажете, что существует Яндекс станция Макс, там 60 Вт, ля-ля тополя, но и цена там в
3 раза дороже. Отдавать огромную сумму только ради 60 Вт, ну это так себе. Возможно, вы заглядывались на красивую анимацию на передней панели станции Max, но не были готовы покупать столь дорогое устройство, то вот, теперь в природе существует сравнительно бюджетный вариант, оборудованный вожделенным экраном. Наверняка есть еще какие-то мотивы приобрести станцию Mini 2.0. В общем, свою аудиторию она и явно найдет. А теперь выключим свет и все дружно пойдем спать. Ладно, это шутка. Теперь выключим свет, чтобы лучше было видно переливающее лого Яндекса, и попробуем поболтать с Алисой. Буду задавать вопросы, которые с легкостью отвечает нейросеть GTP-4, чтобы понять, подключена Алиса к ней или нет. Хоть и так понятно, что скорее всего нет, но очень хочется в это верить. Алиса, привет. Люблю здороваться. Хорошего дня вам, добрый человек. Алиса, включи музыку без авторских прав. Вот что я нашла среди плейлистов других пользователей. Включаю музыку без авторских прав. Алиса, тише. Алиса, тише. Алиса, стоп. Алиса, сочини сказку о том, как ежик укусил комара. Сейчас мы с тобой вместе сочиним сказку про то, как ежика укусил комара. Иногда я буду задавать вопросы, простые или с вариантами ответа. Обязательно отвечай на них или придумывай что-то свое, чтобы у нас все получилось. Когда надоест, просто скажи: «Алиса, хватит». Поехали? Поехали. Жил-был в лесу маленький пушистый ежик, которого звали Том. Каждое утро он просыпался и отправлялся гулять по своему зеленому лесу. Вот однажды проснулся ежик утром, вышел из своей норки. А что случилось дальше, расскажешь? Комар выкапывал корни. Этот ответ мне не подходит. Попробуй другой вариант. Был высокий бордюр, он споткнулся и упал. Был высокий. Бонжур. Он споткнулся о свою палку и упал. «Ой!» — сказал ежик. «Кажется, я сломал себе лапку». Что увидел ежик? Комара. Что это болит? Как больно? Ой, ой, а что у меня за шишка на лбу? Это была не просто шишка. Это было что-то необыкновенное, потому что она превратилась в живого комара. Классная сказка у нас получается. Хочешь, продолжим придумывать или отправить текст сказки на телефон? Спасибо, хватит. Хорошо. Когда захочешь снова что-нибудь сочинить, скажи: «Алиса, давай придумаем сказку». Бай-бай. Ну вот вы сейчас видите, что все-таки сочинение идет по шаблону. Усложним задачу и зададим другой вопрос. Алиса, сочини текст песни в стиле ария. Это сложный вопрос, быстро не разобраться. Если хотите, я могу отправить ссылку с результатами поиска на ваш телефон. Нет, спасибо. Алиса, сочини текст к песне. О любви или о родине? В стилистике короля и шута. Включаю король и шут. Осторожно, детям лучше этого не слышать. Алиса, хватит. Хорошо, зададим вопрос напрямую. Алиса, ты связана с нейросетью? Я как раз изучаю алгоритмы нейросети. Что это такое? Искусственный интеллект. Самостоятельный. И это такой компьютер, который может. Алиса, ты подключена к чату GTP-4? Это чат для общения программистов? Нет. Это чат для общения людей. А вы программист? Алиса, хватит. Алиса, как ты связана с нейросетью? Очень просто. Использую возможности всемирной паутины. Алиса, ты можешь пользоваться базой данных GTP-4? Могу.
Вы хотите скачать эту базу данных? Да. Вам нужна ее полная версия? Да. Тогда придется загрузить ее на компьютер. Как вы думаете, это возможно? Да. На вашем компьютере есть свободное место для загрузки базы данных? Да. А вы не боитесь вирусов при загрузке базы? Нет. Вы пользуетесь антивирусом? Нет. Может, вам какой-нибудь бесплатный антивирус установить? Нет. Может, попробовать, доктор Веб? Нет. А что вы предпочитаете? Антивирус Касперского или NAT-32? Предпочитаю чат GTP. Базу данных нейросети GTP-4. Интересно, а что такое чат КТП база данных? Алиса, хватит. Ну что, вы сами все видели и слышали. Мой вывод, что Алиса еще далека от базы нейросети. На запрос «Сочини мне текст песни в стиле группы Ария» она увиливает. А вот нейросеть без проблем выдала свежесочиненный уникальный текст, реально похожий на стиль Арии. Она практически прямым языком говорит, что никак не связана с нейросетью, но, возможно, в будущем может все быть. Хотя видите, что сказки она пытается сочинять, однако, если это не соответствует ее шаблону, она увиливает. Собственно, это все, что мне нужно было знать. У меня, ребята, все. Ролик получился нереально долгим и безумно сложным. Кто досмотрел, спасибо вам огромное. Поставьте лайк, подпишитесь, пожалуйста, на мой канал. Очень хочется, чтобы какой-нибудь магазин предложил мне делать обзоры их товаров, даже за банальное спасибо. Для этого мне нужны вы и ваши лайки, комментарии и активность на канале. Я это делаю для вас и в свое удовольствие. Все, всем спасибо, всех обнял. Всем пока.